Из НЗРГ Нанджиархистанарлых, если вы понимаете, на каком языке. Сегодня я не буду печатать, да и с электроникой возиться. А покажу видео, которое я обещал год назад. А именно, как поднять немножко деньжат со свалок. Да и немножко, наверное. Те, кто считает, что я разбираю советскую аппаратуру или еще что-то, да ни в коем случае. Я наоборот ее скупаю и ремонтирую по возможности. Помните советские компы, которые я нашел год назад? БК-01 и еще какой-то, не помню. Конечно же, их пристроил в хорошие руки, но за определенную денежку. Свалки, по которым я лазил летом, уже не существует. Да, у нас стали чистить вокруг города, и это хорошо. Ну да ладно, давайте посмотрим. Ну, пожалуй, для начала покажу пару планов заполярного города Норильск. Мне часто пишут: как ты можешь жить в этом грязном городе? Поскорее уезжай оттуда. а мне Норильск очень нравится. Это совершенно другая планета, да и люди здесь другие. Как видите, город даже частично зеленый. И передвигаюсь я летом исключительно на велосипеде. Еще мне пишут: как ты можешь продавать эти радиодетали? Это же незаконно, тебя посадят. да это все законно. Ребята, почитайте статью 191 УК РФ, особенно часть первую. Думаю, что вам сразу станет все понятно. Да, и вторую статью можно получить за аффинаж. Ну, конечно же, я этим не занимаюсь. Я продаю бывшее употребление радиодетали, так называемый лом, а не концентраты драгоценных металлов. Надеюсь, вам будет интересно, что можно найти в куче ржавого хлама и гнилых досок. Ну, начну, пожалуй, с серебра. Вот там вдалеке автоматы, а значит серебро. Пускатели, всевозможные реле, переключатели, автоматические выключатели и прочая электротехническая лабуда содержит кучу как цветных, так и драгоценных металлов. В таких контактах содержится обычно 60% серебра, это магнитные контакты, и немагнитные контакты с 80% серебра. Стоимость таких контактов приблизительно от 27 до 39 тысяч рублей за килограмм. Ну, конечно же, цены могут плавать в зависимости от биржи. Ну, меди тут точно на полкилограмма. Оставим ее бомжарам, возьмем только серебро. Да, медяхи тоже полно на свалках, но я ее не беру. Я отпаиваю контакты простой газовой горелкой. Конечно, лучше было бы пользоваться пропано-кислородным резаком, но, к сожалению, у меня такого нет. Ну и проверка магнитом. Как видите, контакты содержат 85% серебра. Я, конечно, очень удивился, что встретил такую электронно-вычислительную машину времен Советского Союза, да еще и на магнитных носителях. Скорее всего, этот космический аппарат управлял каким-то ЧПУ-станком. Конечно же, все было гнилое, а так бы я предложил каким-нибудь коллекционерам. В том году я нашел вот этот вот советский компьютер. Представляете, сколько здесь было плат? Не знаю, какое покрытие у этих советских гнезд. В основном бывает посеребренка, но встречаются и с палладиевым покрытием. Пишите, если знаете. На первый взгляд на этих платах ценного почти ничего нет. Но поверьте, это только на первый взгляд. Если ты разбираешься, то, конечно же, увидишь, что здесь есть советские микросхемы, которые тоже принимают килограммами. А также силовые транзисторы, к примеру, КТ-815 либо 17. Цена такого транзистора от 8 до 15 рублей за штучку. Конечно же, если его очистить от корпуса, он будет подороже. Некоторые люди в этом видят просто мусор, но это не так. Вот эти транзисторы 815, их вывод коллектор позолоченный. Это на первый взгляд кажется, что ой, фу, цена такая мелкая. Эти транзисторы натыканы почти во всей советской электронике, и с легкостью их можно набрать не на 1000 рублей. Если вы хотите заняться сбором дорогосодержащих радиодеталей, то, конечно же, нужно знать приборы в лицо. Даже если на первый взгляд они кажутся куском говна. Поверьте, это ошибочное мнение. Вот этот, на первый взгляд, кусок металлолома под названием, если я не ошибаюсь, КСД-3, советский прибор с регистрацией на диаграммном диске, не так уж прост, как вам кажется. Думаете, я почему так занимался долго носилием этого прибора? Нет, не из-за этой платы. Да, хотя у нее есть какие-то дорогосодержащие материалы. Но здесь самое главное важно. Вот это вот. Вот на этом колесе палладиевая проволока. И это не 1000 рублей.
Всегда имейте под рукой какой-либо справочник, либо каждую детальку ищите в интернете. Например, вот эта микруха и стоковый повторитель с позолоченной подложкой. Проверяйте каждый транзистор. В большинстве советских радиодеталей всегда использовалась позолота. Например, вот такая находка стоит до 30 рублей за штучку. Весь советский радиолом очень ценится и перерабатывается на заводах. Также можно сдавать платами целиком, но, к сожалению, у нас не принимают такие находки, а то бы я уже точно был миллионером. Мне попался очень интересный механизм, я даже представления не имею, что это такое. Кто из вас знает, что это за приблуда? А вот и неплохая находка. Это керамический конденсатор. Одна из самых дорогих радиодеталей. Ну, конечно же, и переменный резистор SP5 неплохо ценится. Цена его может достигать 170 рублей за штучку. Но так его невыгодно продавать. Внутри есть бегунок с содержанием палладия 58%. А это уже до 2000 за грамм. Вернусь к этим замечательным керамическим конденсаторам. Их еще ласково называют рыжики. Если вам попадется хорошенькая жирная партия, например, на 2,2 микрофарада, то отыметь за них вы сможете до 238 тысяч за килограмм. В таком переменном резисторе типа SP5 с содержанием палладия 16% этот бегунок стоит до 600 рублей за грамм. Этот железный ящик меня привлек своими разъемами, но по-любому внутри стоит какая-то электроника, а не электротехника. И, конечно же, я не ошибся. Видите эти замечательные транзисторы? Да, в шкафу еще много электроприборов с содержанием меди и серебра, но меня эти металлы не особо интересуют. И не думайте, что я зарабатываю такой байдой. Это у меня просто развлекуха такая летом, как некоторые лазят, например, с миноискателями. Да и, конечно же, вам хочу немножко показать, где чем можно немножко подзаработать. За лето я побывал не на одной свалке. Видно, что этот замечательный осциллограф уже растащили. Нашел пару деталюшек, в ценности которых я сомневаюсь. Сниму и уже дома проверю, есть ли что ценное. Ну а тут я уже решил побегать для себя, так сказать, поискать для своих будущих самоделок. Например, мне нужен более-менее какой-нибудь серьезный редуктор. Думаю, что на таких технических свалках его можно с легкостью найти. Давайте попробуем. Офигенская задвижка с червячным редуктором. Если я не ошибаюсь, то это трансформатор тока. Давайте вместе подумаем, что из него можно сделать. Например, я уже вижу из него беспроводную зарядку. Какие у тебя идеи на этот счет? Поделись. Ну а здесь мне стало совсем скучно, и я стал разглядывать все различные шняжечки. Их здесь так много. Нашел целую кучу непонятных шаров, похожие на бильярдные. Непонятно из чего сделаны, но они раскалываются. Ну вот, в общем-то, и все. Время 2 часа ночи, пора собираться домой. Это хорошо, что у нас полярный день, и так светло. Исследуйте каждый сантиметр, каждый кусочек выбранного объекта. Еще небольшой совет, не ходите в такие места одни. У меня с собой и средства обороны, только вот эта вот колотушка. Вы даже можете провалиться куда-то, и вас уже здесь никто не спасет, не услышит. Ну а на сегодня все, до встречи!